Если вы хотите, чтобы ваш фикус рос здоровым, пышным и не сбрасывал листья ни зимой, ни летом, обязательно досмотрите это видео до конца. Я расскажу, как правильно поливать фикус в каждый сезон года, чтобы он радовал вас круглый год. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что кажется таким простым, но на самом деле в этом спрятано больше тонкостей, чем может показаться на первый взгляд. О поливе фикуса. Казалось бы, что тут сложного? Налил воды, полил, и дело сделано. Но с фикусами не все так просто. Я убедилась в этом на своем опыте, пройдя путь от новичка, который с перепугу чуть не утопил свое первое растение, до внимательной хозяйки, которая теперь с одного взгляда может понять, хочет ли фикус пить. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как часто нужно поливать фикус, то вы уже на правильном пути. Потому что главный секрет – наблюдать. А я вам расскажу, как меняется подход к поливу фикуса в зависимости от времени года. Мы пройдем по всем сезонам, начиная с весны, и я поделюсь своими проверенными наблюдениями и маленькими хитростями, которые помогают мне сохранять фикусы зелеными, крепкими и счастливыми. Весна – пробуждение и жажда жизни. Весна – мое любимое время. Все оживает, свет становится ярче, а фикусы, как и мы с вами, начинают просыпаться после зимнего покоя. Именно весной я чаще всего замечаю, как листья становятся ярче, как появляются новые молоденькие побеги. И именно в это время фикус особенно чувствителен к влаге. С приходом весны я начинаю понемногу увеличивать полив. Ведь растение пробуждается от зимней дремоты и начинает активно наращивать зеленую массу. Но делаю это очень плавно, чтобы не перегрузить корни, которые еще не успели полностью включиться в работу. Март для меня – месяц постепенности. Я начинаю с полива примерно раз в 7-10 дней. Самое важное здесь – наблюдать за верхним слоем почвы. Я аккуратно проверяю его пальцем или деревянной палочкой. Если почва подсохла хотя бы на 2-3 сантиметра, значит пора поливать. А если еще влажная, ни в коем случае не спешу. Лучше немного пересушить, чем дать фикусу утонуть. Они этого совсем не любят. Корневая система фикуса особенно уязвима к застою воды. И я на собственном опыте убедилась, перелив весной – это верный путь к загниванию и потере листьев. Поэтому каждый полив как маленький ритуал. Теплая отстойная вода температурой около 25 градусов, аккуратный полив по краям горшка и обязательно с любовью. В апреле полив становится чуть активнее, примерно раз в 6-7 дней, особенно если солнце светит ярко и дни становятся теплее. Я внимательно слежу за состоянием почвы, потому что в теплую погоду она начинает подсыхать быстрее. Но по-прежнему не поливаю по графику, только по необходимости. Проверяю грунт пальцем, если он сухой на глубине 2-3 сантиметра, значит пора поливать. В мае, когда температура воздуха стабильно поднимается, а фикус начинает активно тянуться в рост, частота полива увеличивается примерно раз в 5 дней. В этот период растение может потреблять воду быстрее, особенно если оно стоит на подоконнике, где много солнца. В это время я обязательно использую теплую отстойную воду примерно 25 градусов. Это важно. Холодная вода может стать стрессом для корней, особенно в начале сезона активного роста. Я даже ставлю воду заранее в лейке рядом с растениями, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. И стараюсь поливать в первой половине дня. Так растение успевает впитать влагу до наступления прохлады вечером. И, конечно, не забываю о влажности воздуха. Весной, когда отопление еще может работать, а окна мы открываем не слишком часто, воздух в квартире остается довольно сухим. Фикусы это чувствуют, особенно если у них тонкие нежные листья. Я стараюсь каждый день или через день опрыскивать растения, особенно утром, когда свет мягкий и влага успевает впитаться, но не оставляя пятен на листьях. Опрыскивание для меня не только способ поднять влажность, но и отличный способ очистить листья от пыли, которая мешает им дышать. Это как утренний душ для фикуса, он будто просыпается, оживает. Иногда я добавляю в воду 1 таблетку янтарной кислоты на 1 литр теплой отстойной воды.
Это природный стимулятор роста, который помогает растению активнее включаться в весенний ритм. Важно, чтобы таблетка полностью растворилась, а раствор был свежим, не хранился более суток. 1 раз в 2 недели я опрыскиваю листья слабым раствором мягкого удобрения, например, Унифлор Микро или любого другого комплексного удобрения для декоративно-лиственных растений. Развожу его в 4-5 раз слабее, чем указано на инструкции, примерно 1 мл на литр воды. Это поддерживает молодые побеги, но не перегружает растения излишними солями. Лето. Пора роста и жажды. Лето – это когда фикусы живут на полную катушку, особенно в июне и июле. Света много, тепло, а значит рост активный, а с ним и потребность в воде возрастает. В теплую летнюю пору я поливаю фикусы примерно раз в 3-4 дня, но опять же не по графику, а по состоянию почвы. Бывает, жара стоит такая, что верхний слой пересыхает уже через день. Тогда можно просто сбрызнуть почву, не проливая сильно, чтобы не создавать болото. Я стараюсь поливать фикусы рано утром или вечером, когда земля еще не перегрета и влага не испаряется моментально. В это время вода успевает хорошо впитаться и дойти до корней. Поливаю аккуратно, строго под корень, чтобы не намочить листья и не создавать излишнюю влажность в кроне. Особенно в жаркие дни важно избегать переувлажнения. Фикусы любят умеренность. А еще летом я иногда устраиваю фикусу теплый душ, прямо в ванной. Закрываю землю пленкой, аккуратно ополаскиваю листья мягкой струей. Это не только освежает растение и смывает пыль, но и помогает избавиться от возможных вредителей, а заодно и настроение поднимает и мне, и фикусу. После душа даю стечь всей воде, не ставлю его сразу на солнце, чтобы избежать ожогов. Важно помнить, если в квартире работает кондиционер, воздух становится суше, и полив может потребоваться чуть чаще. Но это не значит, что нужно заливать. Лучше чаще, но по чуть-чуть, чем редко, но обильно. Осень. Замедление и подготовка к отдыху. Осенью, когда дни становятся короче, я замечаю, как фикусы сами сбавляют темп. Рост замедляется, листья становятся чуть менее яркими, а почва просыхает медленнее. В сентябре я продолжаю летний режим, поливаю примерно раз в 5-7 дней, особенно если погода остается теплой и солнечной, но уже начинаю уменьшать объем воды, не лью столько, сколько летом. Растение постепенно замедляет рост, и потребность во влаге тоже уменьшается. Важно не допускать переувлажнения, ведь ночи становятся холоднее, и почва сохнет медленнее. К октябрю фикус входит в фазу более спокойного роста. Поливаю уже реже, раз в 7-10 дней, а иногда и с интервалом в 2 недели, если в доме прохладно. Всегда ориентируюсь на грунт. Он должен быть почти полностью сухим на глубине 2-3 см перед поливом. В ноябре и вовсе сокращаю полив до 1 раза в 10-14 дней. В это время года фикус особенно чувствителен к лишней влаге. Если перелить, можно столкнуться с пожелтением и опаданием листьев. Тут главное не торопиться. Осень – переходный период. Если вижу, что растение еще тянется в рост, появляются новые листики, то немного поддерживаю его влагой. Но если оно замерло и не проявляет активности, даю отдых. Лучше немного недополить, чем создать условия для загнивания. Я в это время особенно внимательно слежу за уровнем влажности. Осенью начинается отопительный сезон, воздух становится сухим. Поэтому я чаще опрыскиваю листья или ставлю рядом емкость с водой, чтобы фикусу было легче. Зима. Время покоя и тишины. Зима – это особое время. Я всегда говорю, зима для фикуса как отпуск. Он отдыхает, набирается сил, и наша задача – не мешать ему. Полив зимой минимальный. Обычно раз в 2-3 недели, но иногда и реже. Все зависит от температуры в комнате, влажности воздуха и активности самого растения. В прохладных условиях почва может оставаться влажной дольше недели, и здесь особенно важно не торопиться с поливом. Лучше не долить, чем перелить. Фикусы очень чувствительны к застою влаги.
При низких температурах и плохом испарении воды корни могут начать гнить, а листья желтеть и опадать. Поэтому зимой мой главный принцип – осторожность и регулярная проверка грунта. Если на глубине 2-3 см он еще влажный, полив откладываю. Я обязательно проверяю грунт пальцем или деревянной палочкой. Если на глубине 2-3 см он сухой, можно полить, но совсем чуть-чуть, без фанатизма. Холодная вода под запретом, только теплая, отстоянная. Кстати, зимой я не опрыскиваю фикусы. Холодный воздух и влага на листьях не самое лучшее сочетание. Но я продолжаю следить за влажностью воздуха и использую увлажнители, если нужно. Немного личных секретов и наблюдений. Один из главных уроков, которые я вынесла за годы ухода за фикусами, у каждого растения свой характер. Один любит чуть больше влаги, другой предпочитает засушливые периоды. Все зависит от сорта, размера горшка, состава почвы, температуры в комнате, освещения. Поэтому универсального ответа нет, но есть наблюдательность, любовь и опыт. Я всегда смотрю на листья, потому что именно они первыми подсказывают, что чувствуют растения. Если они вялые, поникли, скорее всего, фикусу не хватает влаги, и он начинает экономить ресурсы. В этом случае я проверяю почву. Если она сухая, поливаю и наблюдаю, как быстро листья снова становятся упругими. Если же листья начинают желтеть, особенно по краям, или неожиданно опадать, это может быть признаком переувлажнения. А если лист гладкий, блестящий, упругий и насыщенного цвета, значит фикус доволен, и режим ухода ему подходит. Листья – это как зеркало состояния растения, и я научилась их читать как открытую книгу. Кстати, если сомневаетесь, не поливайте. Лучше чуть подождать, чем потом спасать загнившие корни. Поверьте, я проходила это. У меня был случай, когда я от всей души поливала свой фикус каждые 3 дня зимой. В итоге гниль, пересадка, стресс для растения и для меня. С тех пор я стала внимательнее и терпеливее. И еще, я всегда говорю с фикусами. Может, это звучит странно, но мне кажется, они чувствуют. Когда я ласково протираю листики и говорю: «Ты у меня такой красавец, ты так подрос». И кажется, будто у него, как у ребенка, расправляются плечи. Листья становятся гуще, и он тянется к свету. Полив – это не просто про воду, это про заботу, внимание, про то, чтобы быть рядом. И если вы начнете относиться к поливу не как к обязанности, а как к маленькому ритуалу общения с растением, вы почувствуете, как меняется все. Фикус начинает отвечать вам взаимностью. Он растет, цветет и дарит ощущение уюта, жизни и покоя. Надеюсь, мои наблюдения и опыт помогут вам лучше понять своих зеленых друзей. И если остались вопросы, пишите в комментариях. Я с радостью поделюсь еще, потому что ухаживать за растениями – это настоящее счастье, которым хочется делиться. До встречи в следующих видео. Пусть ваши фикусы будут крепкими, зелеными и благодарными вам за заботу. И, как всегда, если вдруг я что-то упустила, подскажите в комментариях.